Всем салют, друзья! Рад вас приветствовать у себя на канале Feinshop полезно и не очень. Сегодня я познакомлю вас с еще одним представителем семейства топов за свои деньги. И как вы уже заметили, это снова Realme. На этот раз это старшая версия линейки Neo 7. Realme Neo 7 без приставки GT. Компания Realme, конечно, в последнее время все больше и больше радует нас своими новинками. И наш сегодняшний герой не исключение. Мощный флагманский процессор, классный экран, отличные камеры, усиленная защита и все это за 24 тысячи. Давайте же открывать коробку и знакомиться с ним. У микрофона Георгий, лайк, подписка на канал за старание, и мы начинаем. Заказывал версию на 12256 гигабайт, базовую. Она у нас китайская. Как видим, продавец перед отправкой открывает коробку и активирует смартфон у себя в Поднебесной, чтобы никаких блокировок нам не прилетало. Вот такая вот коробочка нас встречает. Здесь такой удобный язычок. Давайте мы все по порядочку будем делать. Конверт вот с такой надписью. Далее внутри нас встречает все по стандарту, я так понимаю. Пакетик. В пакетике у нас макулатура. Все на китайском языке. Еще раз, ребят, напоминаю, эта версия у нас для Китая. Скрепка. Куда же без нее? Краткое руководство. Тоже, само собой, на иероглифах. Ну и чехольчик, ребят. Чехольчик неплохой. Вполне себе. Приятный на ощупь. Видим, он у нас без заглушек. Надпись Realme. Выглядит стильненько, довольно-таки. Мне нравится. Вполне себе, вполне. Внутри шершавый. Отличный. Ну, хоть не дешевая калоша прозрачная. И это здорово. Так, дальше вот такой вот язычок для подхвата. Давайте пока его в стороночку отложим. Картонная подставочка. Совсем обычная. Далее у нас шнур для зарядки USB Type-C. Давайте точно посмотрим. Да, USB Type-C. Все верно. USB на Type-C. Ну и блок питания. Так, блок питания у нас 240 вольт, 50-60 Гц, 5 вольт 2 ампера, 7,3 ампера максимально. Ну, получается у нас 80-ваттный блок питания. Да, вот здесь надпись 80 ватт. Ну, здорово, здорово, вполне себе неплохо. Мощненький, ребят, довольно-таки мощненький, круто. Удобно, хорошо. Что я могу сказать? Ну вот, в принципе, и все. Довольно богатая комплектация по нынешним меркам. Так, дальше мы убираем это. Нам это уже больше не понадобится. Переходим к самому интересному, ребят. Смартфон. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Вот такой вот штуки он у нас в бумажном пакете поставляется. Давайте его аккуратненько извлечем отсюда. Давайте глянем. О, хорош. Давайте эту штуку сразу же снимем, чтобы она не мешала никому. Как вам, ребята, Уже заляпал, правда, немного. Ну, зачет, я могу сказать, просто зачет. Классный. Лак, ребят, кому тоже понравился дизайн. Правда, он немножечко марки. Видимо, у нас уже отпечатки оставил. Отпечатки остались, но выглядит зачетно, мне нравится. Цвет, конечно, бомбезный. Очень круто выглядит. Мне нравится. Так, давайте включать.
Завибрировал. Review Power by Android. Ну, пока включается, давайте пробежимся по элементам питания и кнопку управления. На правой стороне у нас расположилась качель регулировки громкости и кнопка питания. На нижнем торце у нас расположились динамик, разъем для зарядки Type-C, микрофон и лоток для сим-карты. Давайте сразу же откроем и проверим, какой у нас. Так, где там оно у нас? Нашел. Скрепочка. Ну, я так подозреваю, у нас будет обычный лоток, не комбинированный. Обычно во флагманские и предфлагманские девайсы они ставят обычные лотки, чтобы мы определяли сразу обычный лоток на 2 карточки. Так, ребят, видим, здесь у нас красный уплотнитель. Напоминаю, красненький такой уплотнитель. Напоминаю, у нас здесь защита по стандарту IP69. Так что у нас смартфон не боится ни влаги, ничего ему не будет. Так, ладненько, закрываем. Так что с памятью нужно определяться сразу. Оп, все. На левой стороне у нас ничего, чистенько. Так, на верхнем торце у нас микрофон, инфракрасный порт и еще один микрофон. На задней панели у нас расположился блок камер. Выглядит, конечно, шикарно. Он состоит из 2 камер и двойной LED вспышки. Надпись Realme и Neo. Ну как вам в целом дизайн, ребят? Напишите в комментариях. По мне так немного напоминает смартфоны Tecno. Что-то есть, согласитесь. Видимо, отпечатки у нас остаются, но смартфон у нас полностью из пластика выполнен. Напомню. Ну что, ребят, похоже, он уже включился. О, класс, класс. Лайкос, ребят. Ну что, друзья, погнали дальше. Габариты новинки следующие. 162,5 мм в высоту, 76,3 мм в ширину при толщине 8,5 мм. Весит наш герой 213 грамм. Такой вот увесистый кирпичик получается, но это сказывается емкий аккумулятор. Он здесь аж на 7000 мАч. С эргономикой здесь полный порядок. Аппарат лежит в руке отлично. Давайте проверим, как он выглядит в чехле. Вполне себе неплохо, но я бы носил его, конечно же, без чехла. Летим дальше. Экран. Аппарат оборудован OLED LTPO матрицей 6,78 дюймов с высоким разрешением 2780 на 1264 пикселя и высокой частотой обновления в 120 Гц. Причем частота адаптивная и варьируется в диапазонах от 0 до 120 Гц. Также обращают внимание и минимальные рамки по бокам. Правда, подбородок небольшой все-таки присутствует. Запас яркости на уровне. Давайте сходу замерим ее в комнатных условиях. Ну что, почти 900 люксов, что довольно неплохо. На солнце вам его будет хватать с запасом. Ну раз уж достал люксометр, давайте замерим и уровень вредных излучений. 17% на 100% яркости, 15% на 50% и 20% на минимальной яркости, что весьма неплохо. Конечно же, отмечу и заботливо наклеенную пленку с завода. Мелочь, но я всегда на это обращаю внимание. Это показатель отношения производителя к своим клиентам. Смартфон базируется на прошлогодней флагманской платформе от MediaTek Dimensity 9300+. Это довольно мощный чип, который показывает впечатляющую производительность во всевозможных нагрузках. В бенчмарке Antutu 10 его показатель составил более 2 миллионов баллов, что, согласитесь, впечатляющий результат. Вот небольшой пример гейминга. Более подробно погоняем его в полноценном обзоре. Пишите в комментариях, какие игры проверить в первую очередь. Памяти у нас 12 гигабайт оперативной типа LPDDR5X и 256 гигабайт постоянной формат UFS 4.0. Карты памяти смартфон не поддерживает. Переходим к камерам. Наш герой оборудован двойным модулем с главным сенсором на 50 мегапикселей Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения. Плюс 8-мегапиксельный ультраширик Sony IMX355 с цифровой стабилизацией. Аппарат способен писать видео вплоть до 4К при 60 кадров в секунду. Как видим, блок камер немного выступает из корпуса, но не критично.
Комплектный чехол решает с легкостью эту проблему. Фронтальная камера на 16 мегапикселей с апертурой EF2.4 и поддержкой записи в 1080p при 30 кадрах в секунду. Вот небольшой пример записи. Так, ну что, друзья, тестируем смартфон Realme Neo 7. Специально решил проверить, как у него работает стабилизация. Запись веду на основную камеру в 1080-60 кадров в секунду. Кстати, сенсор стоит точно такой же. Это Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения. Иду быстрым шагом. Опаздываю, кстати, на работу. Для вас надо съем сделать обязательно. Вот как раз я сравнил, как процессор отрабатывает. Сенсор, напомню, точно такой же, как недавно тестируемый Realme 14 Pro. Но вижу подергивание по экрану здесь в разы меньше. Ой, запотело. Как вы только что могли наблюдать, это был резкий перемены температуры. То есть теплые цветы в холодную, и камера у нас запотела. Ну вот увидели небольшой глюк этого смартфона, так что имейте в виду, она потеет. Ну, как видим, стабилизация отрабатывает очень даже неплохо. Удивительно, хотя на самом деле сенсор стоит точно такой же, что и в Realme 14. Но в том смартфоне Realme 14 за счет слабенького процессора сенсором не справляется. Здесь же, как видим, напомните, здесь стоит Dimensity 9300, да, плюс, по-моему, который работает на ура против солнца. Прекрасно. Пока что замечательно, мне нравится. Так, вот и наша фронталочка. Тоже стабилизация работает, но я так понимаю, она электронная. Оптически, к сожалению, нет. Может писать видео в 1080 30 кадров в секунду. Ну, если роллинг шаттера я не вижу. Переключаться во время съемки на ширик не получается. Приходится снимать либо на ширик, либо на основную камеру. Но все равно, ребят, даже в 4К очень неплохо отрабатывает. Давайте проверим, как у нас отрабатывает автофокус 4К 60 кадров. Шишечки. Ой, ну замечательно. Хорошо. С фокусом у него нет проблем. Даже в 4К 60 кадров. Ой, ребят, этот смартфон мне все больше и больше нравится. Неплохой. Так, немного поснимаем без яркого света. 60 кадров. 60 кадров. Вот и свет. Вот так он нас снимает против света. Видео веду в ночное время. Снимаю на основную камеру. Это у нас основной 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882. Иду быстрым шагом. Как вы видите, вот так отрабатывает стабилизация. В ночное время суток. Что я могу сказать? Отрабатывает она очень и очень даже неплохо. Как видим, цвета такие хорошие. То есть видео ведется в 4К 60 кадров в секунду. Очень и очень даже достойно, так скажу. Давайте проверим зум. 2х. X. 10X. Так бы, конечно, я не советовал этого делать.
10x, ребят. Максималочка. Ладно. Слушайте, очень и очень неплохо. Даже при зуме. Круто. Ну что, друзья, как видим, фото-видео возможности довольно неплохие. Меня это приятно удивило, так как я особо многого не ждал от этого геймерского девайса. Продолжаем. Звук. Аппарат получил полноценное стереозвучание с двойными динамиками Superliner с технологией Aurality. Завезли сертификацию качества звука Hi-Res, а запас громкости впечатляет. Послушайте. Жаль, конечно, что не завезли 3,5 мм джек, но это было бы уж слишком жирно. Работает новинка на свеженьком Android 15 версии под управлением фирменной оболочки Realme UI 6.0. Оболочка интуитивно понятная, без навязывания всяческой рекламы. За это, кстати, мне и нравятся смартфоны Realme. Еще одной отличительной чертой нашего сегодняшнего героя стало наличие сертифицированной защиты по стандарту IP69. Благодаря ей аппарат практически не боится ничего, и это серьезный такой плюс. Осталось рассказать об аккумуляторе и будем заканчивать. Смартфон оборудован емкой кремниево-углеродной батареей на 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 80 Вт. Блок питания, кстати, идет в комплекте. Наполовину аппарат заряжается всего за 22 минуты, а полный цикл с 0 до 100% занимает приблизительно 55 минут. Подводя итог, хочу сказать, что Realme Neo 7 это серьезный претендент на звание лучшего среднебюджетного смартфона на рынке. Мощный процессор, отличные фото-видео возможности, огромный аккумулятор, полноценная влагозащита. Все это выводит его на вершину лучших смартфонов по соотношению цена-качество. За ту цену, которая сейчас фигурирует на рынке, а это в районе 24-25 тысяч, я просто не вижу никаких альтернатив. Предвижу в комментариях поклонников Vivo с упреками в сторону Realme. iQOO, конечно, хороший конкурент, но отсутствие полноценной влагозащиты и более высокая цена явно не в пользу конкурентов. Напишите, друзья, ваши версии в комментариях, я почитаю и подискутирую с вами. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, если каким-то странным образом вы этого еще не сделали. Залетайте на все мои социальные сети, Рутюб, Telegram, ВК, Дзен, платформа, да-да, не удивляйтесь, ее я тоже завел. Там я периодически выкладываю много всего интересного, включая лучшие предложения с AliExpress. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч, пока-пока.